Самый ленивый знак зодиака. Чувство лени может проявляться как в положительном, так и в отрицательном ключе у всех знаков зодиака. Иногда человек просто позволяет себе отдохнуть, умеет оставить не сделанную работу на какое-то время. Такое проявление лени можно назвать безобидным. В другом случае лентяй перестает стремиться к деятельности и труду, целые дни проводит в безделье, что часто приводит к полной деградации. 13 место. Рак. Раки – чрезвычайно ленивые люди. Проблема в том, что лениться раком стыдно, причем не перед людьми, а перед самими собой. И вместо того, чтобы лечь на диван, раки начинают бурную деятельность, лишь бы внутренний цензор не заподозрил, что они и впрямь подумывали лечь на диван. 12 место. Козерог. У козерогов все рационально. Козерог не ленится. Козерог отдыхает. Уже неделю отдыхает, значит, очень устал. В сущности, это и есть здоровое отношение к жизни, если бы не одно «но». Отдыхать, пока не устали, козероги не умеют. А надо бы. Потому что если козерог сделал все нужное, но еще не устал, он берется за ненужное. И доводит до конца. Потому что иначе не умеет. 11 место. Овен. Овны и поленились бы, но не могут. У них в известном месте запрятано шило, размером с Эйфелеву башню. И стоит овну упасть на диван и пролежать там 5 минут, ничего не делая, как шило превращается в буровую установку. Правда, назвать это качество овна полезным язык не повернется. Ведь овен развивает кипучую деятельность не потому, что ему очень хочется, а потому, что иначе не может. 10 место. Стрелец. Стрельцы лениться умеют, но не понимают зачем. Это же сколько всего можно сделать, вместо того, чтобы лежать на диване. Например, можно лежать на диване не в одиночестве. Дураки какие-то те, кто ленится. Вот что думает стрелец. И замирает в ожидании того доброго человека, кому не лень заползти к нему на диван. 9 место. Близнецы. Субличность ленивое животное в близнецах очень развита, потому что выращено с большой любовью. Проблема только в том, что для того, чтобы занять главенствующее положение, ей надо распихать всех остальных субличностей. А это делать лень. Так что близнецы ленятся от безысходности. Когда заняться совершенно нечем и даже ни о чем поговорить с умными голосами в своей голове. Вот тогда близнецы и впадают в ленивый анабиоз. 8 место. Скорпион. Скорпионам, как это ни парадоксально звучит, лень лениться. То есть они так об этом и говорят. Но мы-то знаем правду. Им не лень, им страшно. Ведь если долго и упорно лениться, рано или поздно устанешь от своей участи бездельника, и начнешь от скуки ковыряться в себе любимом. И Скорпион, надо думать, подозревает, какие инфернальные бездны можно в себе поковырять. 7 место. Весы. Для весов, вопрос лени – единственный вопрос, который вообще не вопрос. Если хочется лениться, значит, надо это делать. И если все остальные жизненные вопросы заставляют весов долго думать и сомневаться, то тут они не сомневаются ни секунды. Весы достигли полной гармонии, и баланс лени и деятельности в их жизни идеален. 6 место. Водолей. Некоторые астрологи утверждают, что выдающаяся лень едва ли не единственный недостаток Водолея. Но мы с ними, ясное дело, вообще не согласны. Лень – это выдающееся достоинство, потому что если бы Водолеям было не лень, они бы давно устроили нам шикарный апокалипсис с блэкджеком и плюшками. А так, ограничиваются мелким пакостничеством из любви к искусству. 5 место. Дева. Девы – невероятно ленивые люди,
с репутацией главных зодиакальных трудоголиков. Собственно говоря, только из-за репутации они и получают 5-е место. А то было бы 1-е. Единственное, что непонятно, откуда эта репутация взялась. Ведь девам обычно лень даже делать вид, что им не лень. Это какой-то коллективный морок, не иначе. 4-е место. Змееносец. Змееносец боится рутинных и скучных занятий. Совсем уж ленивым его назвать нельзя. Уровень активности там тот еще. Вот только энергия далеко не всегда направлена в мирное русло. Речь идет о жажде перемен и тяге к неизвестности, на это тратить силы им не жалко, а дела насущные, по их мнению, могут и подождать. И правильно. Зачем делать сегодня то, что можно сделать завтра? 3-е место. Лев. Открывают тройку лидеров львы, со своей любимой присказкой «Не царское это дело». Не царским делом может быть назначено все, что льву в данный момент лень делать. От мытья посуды до сдачи квартального отчета. Хотя нет. Про квартальный отчет мы, конечно, загнули. Чтобы его сдать, надо все-таки работать. А не должность занимать и штаны просиживать. А такое львам, понятное дело, лень. 2-е место. Телец. Серебряная медаль достается тельцам, которые, в отличие от всех остальных знаков, предаются лени не просто с чувством, толком, удовольствием, но и без малейших угрызений совести. Потому что мудрые тельцы нутром понимают, человек создан для лени как птица для полета. Ну ладно, не человек, а телец. 1-е место. Рыбы. Почетное 1-е место и золотая медаль достаются рыбам, которые, впрочем, все равно ее не заберут, потому что им лень. Рыбам лень вообще все. Единственное, что им не лень делать, это имитировать бурную деятельность, но и то исключительно в те моменты, когда уже совсем никак нельзя имитировать деятельность не менее бурную, но умственную. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, будет очень приятно. Удачи вам и вашим близким, сегодня и всегда. До скорых встреч!